Мужчина – ваше зеркало. Правда или миф? Бред или истина? Разберу вместе с вами в этом видео, а те, кто досмотрит до конца, в конце узнают, есть ли какие-то искажения в ваших отношениях с вашим мужчиной, и если есть, то именно какие. Ставьте лайк, вам это легко, мне это очень полезно, это помогает развивать мой канал. Подписывайтесь, канал про отношения, и разбираемся. Откуда же пошла фраза о том, что мужчина – это зеркало женщины? То есть как будто женщина смотрит на своего мужчину, и вот, собственно, вот я такая. На самом деле, это искаженный вариант из оригинала. А оригинал, собственно, выглядит вот так. Вы видите сейчас на экране. Зеркало, которому мужчины верят больше всего, это глаза женщины. И сказал эту фразу Зигмунд Граф, который, как я прогуглила, в Википедии написано, является, собственно, немецким писателем. Вот где-то что-то он написал, люди подхватили, сначала с немецкого перевели, и вот так вот все исказили и перевернули. Мое мнение, что эту фразу вывернули наизнанку и преподнесли нам, женщинам, которым навешали, собственно, ее же как лапшу, психологи с Ютуба. Именно те, которые пропагандируют женоненавистничество. То есть, когда мужчина на самом деле ненавидит всех женщин, считает, что они ему все должны, что они все хотят им манипулировать, сесть ему на шею, что они все такие меркантильные сучки. Это психологи, которые топят за патриархат. Патриархат – это, собственно, когда мужчина главный в семье. Знаете, может быть, в древние времена так и было. И это было необходимо, потому что женщина без мужчины раньше выжить не могла. Но сегодня мы же с вами не древние люди. И вроде как каждый человек сегодня может стать психологически взрослым, научиться зарабатывать деньги, сам себя обслуживать всем необходимым. И, на мой личный взгляд, патриархат сегодня уже совершенно не актуален. Как вы думаете, напишите в комментариях. Комментарии специально для вас открыты, чтобы вы делились своим мнением, потому что ваше мнение ценное. И вот именно эти самые мужчины, женоненавистники, психологи на ютубе, хотят, чтобы женщина думала, что она во всем виновата. То есть, если твой мужчина злится, посмотри на него как в зеркало и поймешь, что ты ему что-то плохое делаешь, значит, ты плохая. На самом же деле в оригинальной фразе смысл заложен позитивный, отражающий реальность и очень интересный. А именно, эта фраза, по моему мнению, о том, что когда женщина смотрит на мужчину как на очень привлекательного, как на великолепного, мужчина видит ее взгляд и начинает, правда, чувствовать себя привлекательным и великолепным. Она смотрит и посылает ему глазами: «Ты такой восхитительный». И он ловит этот взгляд и думает: я такой восхитительный. Помните шутки о том, что женщина подходит к зеркалу, и даже если она в принципе-то прекрасно выглядит, но наш женский мозг обычно толкает нас искать в себе недостатки. К тому же самому зеркалу подходит мужчина, у которого пивной животик. Он смотрит в зеркало, и он не видит свой пивной животик. Он смотрит и думает: какой я красивый. И действительно, женщины чаще склонны искать недостатки, как в себе, так и во всем, что их окружает. Это не значит, что каждая абсолютно такая. Это не значит, что вы, милые дамы, которые смотрите, обязательно все такие. Но большинство действительно склонны. Почему? Потому что низкая самооценка. Мужчины же тоже имеют и низкую самооценку, и могли бы видеть эти недостатки, искать, но их способ построения отношений с собой, с миром, с людьми чаще идет через определенный тип привязанности, а именно избегающий. Поэтому мысль о том, что с ними что-то не так, что есть недостатки, для них неприемлемо. Их мозг начинает избегать, и поэтому даже смотря на пивной животик в зеркале, они чувствуют себя превосходными. Ну а сейчас специально для тех, кто досмотрел до конца, давайте же найдем ваши искажения в отношениях, причем искать их буду не я, потому что это было бы неправдиво. Я вот тут с вами через экран и не видя, не зная деталей, сейчас что-то найду. Нет, найдете их вы прямо сейчас с моей помощью. Представьте, что вы смотрите в зеркало. Ну, раз уж мы про тему зеркала, да, вот представьте, что вы смотрите в зеркало, а там вам показывают фильм, как на экране, в кино, да, в кинотеатре вы пришли, смотрите фильм, вот у вас есть зеркало, вы в него смотрите, а там проигрывается фильм, в котором показаны ваши отношения с вашим мужчиной. Вы смотрите этот фильм, что вы там видите? И сейчас попробуйте в этом фильме заметить, как вы в этих отношениях, когда в них входили, ожидали что-то одно, а уже находясь в этих отношениях, вы поняли, что это что-то в реальности оно совсем другое. Что это? Что это за неоправданные ожидания в ваших отношениях? Попробуйте увидеть это в этом зеркале. Это такое зеркало правды, можно так назвать его. А сейчас представьте, что
В это зеркало правды смотрит ваш мужчина и проигрывается фильм. И вот он там видит свои ожидания и свои разочарования, то, что не состыковалось с реальностью. Что бы он увидел? Вы точно узнаете этот ответ, если вы с ним достаточно долго, у вас внутрь встроен его уже образ, голос, вы уже примерно понимаете, как он мыслит. Что он ожидал в ваших отношениях и с каким разочарованием относительно этих ожиданий он столкнулся. Короче, чем он недоволен относительно того, на что он рассчитывал, когда начинал с вами эти отношения. И вот они, эти искажения, вы только что их нашли. Эти искажения – это неоправданные ожидания. Но я хочу, чтобы вы обязательно знали, что такие искажения в отношениях, неоправданные ожидания, есть во всех парах, это нормально. Но некоторые пары упираются как бараны рогами в эти искажения и буксуют, и многие распадаются. Но часть пар, они счастливые, они успешные, они крепкие, у них тоже есть эти искажения. Но они почему-то, эти искажения, не мешают им быть счастливыми друг с другом. Почему? Чем отличаются пары, которым искажения мешают, и пары, которые живут прекрасно с этими искажениями? Те вторые, которые умеют хорошо строить отношения, они просто не совершают распространенные ошибки. Они не наступают на чужие грабли. Они умеют строить отношения верно. Хотите узнать 19 самых распространенных ошибок в отношениях? Если да, то регистрируйтесь внизу по ссылке, короткая регистрация, и сразу забирайте бесплатно видео, где я вам рассказала всю правду о том, какие же ошибки не стоит делать. Перестаньте делать это в ваших отношениях, и вы станете более счастливой.